Добрый день, друзья. Найдите удобное место, сядьте, возьмите ручку, бумагу и давайте будем разговаривать сегодня про стартапы. Я сегодня не буду говорить просто о стартапах, а о том, как вообще рождаются идеи, которые потом становятся делом всей жизни. Я часто вижу, встречаясь с людьми, которые годами ждут правильного момента. У них есть идеи, у них есть мысли, но боятся начать. Но в мире стартапов правильный момент — это вчера. Если ты чувствуешь, что хочешь что-то создать, значит, ты уже в игре. Но вопрос в другом. А понимаешь ли ты правила этой игры? Сегодня я покажу, что стартап — это не про деньги, это не про офисы, это не про инвесторов. Это про мышление, это про стратегию, это про внутреннюю энергию. Если ты поймешь это, то сможешь построить не просто бизнес, а систему, которая работает даже тогда, когда ты спишь. Что такое стартап на самом деле? Я вам сейчас расскажу историю, которая, в принципе, происходит на данный момент буквально со мной. Есть технологии искусственного интеллекта, вы об этом слышали. И многие говорят многое, что можно его использовать там, тут. Многие путают, что такое искусственный интеллект и чат GPT или, допустим, другие, которые созданы на данный момент. Дело не в этом. Дело в том, что в первую очередь всегда в голову должна прийти мысль о том, что а какую проблему я хочу решать, а какую боль я хочу убрать. И будучи в Европе, и видя о том, что очень много мигрантов приезжает с разных стран, и большинство приезжает не от хорошей жизни, а приезжает из-за проблем. И среди них есть очень одаренные, гениальные люди. И вот сейчас, в данный момент, мы готовим вместе с партнерами стартап, чтобы помогать им интегрироваться в обществе, где они могут создавать ресурсы, они могут создавать работу, они могут создавать, как бы сказать, новые технологии, которыми будут пользоваться все мы. То есть в связи с этим стартап — это идея, за которой ты хочешь идти. Когда люди слышат слово «стартап», они представляют молодых ребят, ноутбук, кофе и инвестора с чемоданом денег. Но стартап — это не про форму, это про поиск модели, которая может расти, развиваться до невероятных размеров. Предприниматель делает бизнес ради прибыли. Это нормально. Стартапер — ради масштабируемой идеи. Это лаборатория, где каждый день проверяется гипотеза. А это работает или нет? Вот почему 90% стартапов умирают. Не потому, что идея плохая, а потому что создатели вот стартапа, фаундеры, как называется, путают гипотезу с реальностью. В стартапе нету провалов, есть эксперименты. И за счет этих экспериментов они имеют результаты, там есть конкретные результаты. Негативный результат — это тоже результат. Если ты это понял, значит, ты уже впереди большинства. Многие люди после негативного одного-двух результатов, они останавливаются. Как рождаются идеи? Ой, по себе могу судить, что у меня они создаются каждый день, разные. Но идея — это не озарение.
Это реакция на боль, то, о чем я говорил до этого. Ты видишь проблему, которая тебя раздражает, и ищешь способ ее решить. И так рождаются настоящие проекты. Все великие идеи не из вдохновения, а из раздражения. Uber появился, потому что Трэвис Каланик не мог вызвать такси. Airbnb, потому что у ребят не было денег на жилье. Tesla, потому что Маску надоело, что индустрия тормозит прогресс. Так что если ты чем-то недоволен, я тебя поздравляю. Ты на пороге стартапа. Главное — перестать жаловаться и начать тестировать решения. Теперь перейдем к команде. Команда — твоя экосистема. В стартапе важнее идеи является команда. Одна из самых частых ошибок — начинать с друзьями. Друзья — это прекрасно, но бизнес не выдерживает дружеских ожиданий. В стартапе тебе нужны не свои, а сильные. Команда — это экосистема. Если ты визионер, тебе нужен оператор. Если ты стратег, тебе нужен тот, кто доводит до конца. И если ты горишь идеей, тебе нужен кто-то, кто будет наливать воду, когда ты загоришься. Хорошая команда не та, где все согласны, а та, где есть споры, уважение и ответственность. Как Джим Коллинз говорил в своей книге «Good to Great», «Right people on the bus and the right place». Это очень важно. Правильные люди, и каждый должен быть на своем месте, на правильном своем месте. Дальше самое важное — проверка идеи. Многие годами сидят и думают: а сработает ли? Отвечаю: не узнаешь, пока не проверишь, и никто тебе не может сказать, это сработает или нет. Проверка — это недорогой продукт. Это минимум, который может показать максимум информации. Лендинг, опрос, чат-бот, пост — все, что позволит понять, нужно ли это людям. Тест — это не про успех, а про обучение. Стартапер тестирует не для того, чтобы доказать, что он прав, а чтобы понять, где он ошибается быстрее других. Перейдем к первым шагам и ошибкам. Самый интересный момент. Это действительно очень интересный момент, потому что вот этот вот эти шаги, они очень важны для дальнейшего развития и прогресса. На этом этапе вот как раз таки большинство останавливается. Почему? Потому что началось реальное столкновение с миром. Ты узнаешь, что все идет не по плану, что пользователи не понимают твой продукт, что команда спорит, а денег, естественно, не хватает. Это нормально. Стартап — это хаос, но осознанный хаос. Главное — не искать стабильность, а научиться управлять нестабильностью. И если ты научишься этому, все остальное станет очень-очень легко. Теперь
мы доходим до финальной части. То есть я понимаю, что я не могу все рассказать в одном видео, это будет скучно, неинтересно. Я просто очень важные моменты, точки ставлю. Если ты досмотрел до этого момента, знай, ты уже не зритель, ты участник. Потому что все, что нужно, чтобы начать — это решение. Не идеальный план, не инвестор, не миллион на счете. Решение. Вот я это видео создал, вот это базовые, то есть совсем минимальные поинты, да, пункты, чтобы показать, что каждый может начать. Главное — мыслить стратегически, не бояться ошибок и, конечно же, действовать. А если ты хочешь построить стратегию лично под свой проект, и тебе нужна помощь, приходи на консультацию. Там мы с тобой подготовим такой проект, который подготавливает сильные созидатели, фаундеры. Превратим твою идею в гениальную систему, которую вместе с твоими партнерами ты сможешь воплотить в жизнь. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал. И поверьте мне, как только вы начнете свой стартап, вы начнете идти шаг за шагом к своей цели, мечте, ваша жизнь в секунду изменится, и вы будете абсолютно счастливым человеком, потому что вы будете гореть этой идеей, и вам будет хотеться, чтобы вы его довели до того состояния, чтобы все горели этим проектом, продуктом, и он приносил пользу и радость людям.